пролетарки, казармы Париж, где-то ямщик едет там за углом, пьяных цыган развозя по домам, да с песней. Именно об этих дворах, об этих местах слагал свои песни тверской бард, песенник и шансонье Михаил Круг. А оно неудивительно, он родился именно здесь, в Морозовских кварталах. Всем привет, с вами Макс, вы на канале Широко Шагая, и сегодня мы в Твери. Я бы родину свою, Волгу, не любил так глубоко, страстно. Не сбивали бы меня с толка этим флагом от крови красным. Пролетарские дворы детства общежитием давно стали. Там по меркам нынешним тесно, но мы жили там, так всех знали. Морозовский городок, он же двор пролетарки, это первый микрорайон в современном понимании этого слова. Его постройка началась в 1858 году для рабочих Тверской мануфактуры. Мануфактурой владела семья Морозовых, между прочим, богатейшие предприниматели царской России. Именно их фамилия и дала название новому микрорайону. Но в советское время фабрику национализировали и переименовали. Так микрорайон получил свое второе название – двор пролетарки. Чавкает тихим прибоем волна, и Афанасий спускает ладью. Наши мечты пусть уносит она в дорогу. Слушай, мой город, пока тишина, я тебе тысячи песен спою. И полуночный мой тост за тебя, ей-богу. Помимо жилья, а это казармы, был построен ряд общественных хозяйственных сооружений, таких как школа, больница, библиотека, отделение полиции и театр. Время постройки совпало с оттоком крестьян из села. Соответственно, на мануфактуре не было проблем с рабочими руками. Но и каждому из рабочих нужно было жилье в новом городе, в новой жизни. С точки зрения архитектуры комплекс представляет собой переход от неоготики к модерну. А за 55 лет строительства было построено более 50 зданий. Однако этот гигантский памятник до сих пор обитаем, и условия жизни, к сожалению, далеко не так прекрасны, как архитектура. Но лучше один раз все это увидеть изнутри. Блин, народ, тут лестница из чугунины. Посмотрите. Посмотрите, какая она фигурная, резная. Там. Обалдеть. А подвал затоплен. Плюс воняет говном. Что характерно. Жалко, здесь можно было бы интересно полазить. Ладно, пойдем на выход. А еще сегодня мне повезло встретить Елизавету, которая часто здесь бывает и многое знает об этих местах. Всем привет! А здесь, возможно, кто-то возводил домик на дереве. В одном из дворов Морозовского квартала можно найти шпалу, вбетонированную в отмостку здания. А между прочим, с историей Тверской мануфактуры связана одна из старейших узкоколеек России. Дело в том, что уже в те годы начинала развиваться торфяная промышленность в России, и владельцы фабрик арендовали болото, чтобы там добывать торф и использовать. То есть болото они не покупали, а просто арендовали временно? Можно было купить, можно было арендовать. А, то есть арендовал, выкачал что надо, аренда Да. закончилась, все, и котик у меня лапки. Да, Ага, именно так. круто. И вот одним таким болотом
как раз было болото Кулицкий мох, которое находится где-то в 20 километрах отсюда. Мгм. Там была построена узкая колейка до революции фактически, то есть по ней ездили еще паровозы. А колея была уже 750 или какая-то там Копелевская, не слышала? Вроде бы 750. Ага, то есть уже тогда Да. стандарт был. Да. Так, и что дальше с ней было? И вот загружали в узкоколейные вагончики торф лопатами, Мгм. отвозили на склад, а там рядом уже проходила Николаевская дорога, Октябрьская современная, Мгм. и перегружали торф на нее и привозили в Тверь. Да, удобно. Потому что железная дорога, а именно станция Тверь, прилегает практически вплотную к самой центральной, самой красивой казарме всего Морозовского городка, а именно 70-я казарма с красивым названием Париж. Но о ней позже. Узкоколейка продолжила свою работу и в советское время. Уже торф возили для ТЭЦ, но, Мгм. к сожалению, в 60-е годы она была разобрана, так как запасы там иссякли. Все так же сушится белье. Милый мой город, печали и слез, старой России надежная твердь, ты засыпаешь под шепот дверцы. Сейчас мы находимся во дворе дома номер 48. Именно в этом доме родился и провел первые годы жизни легендарный Михаил Круг. А еще в 2018 году произошла беда. Все перекрытия с 1 по 4 этаж обвалились. Поэтому в этот дом сейчас не попасть, поскольку оконные проемы первых этажей и дверные проемы заложили кирпичом. Но там смотреть откровенно не за что. Полная разруха. Дом также примечателен тем, что на его крыше есть настоящая обсерватория. Это своего рода уникальная обсерватория. Она была общедоступной, то есть любой работник фабрики мог свободно туда прийти. Специально для нее был куплен немецкий телескоп, один из лучших в России на тот момент. На него было потрачено около 20 тысяч серебром. Это еще теми деньгами? Да. Так. Развивал эту обсерваторию главный механик предприятия Иван Антонович Строганов. Он также читал в фабричном театре лекции по астрономии рабочим. Образовывал. Да, Мгм. что тоже само по себе впечатляет. Мгм. К сожалению, в 1910 году Строганов уехал в Москву, и обсерватория была закрыта. Но телескоп дожил до наших дней, он сохранился. И даже несколько лет назад был отреставрирован энтузиастами. Ух ты, и где он сейчас находится? В Москве, в культурном центре ЗИЛ. Класс. Кто будет, заходите, посмотрите. Я слышал, что у него корпус из дерева. Да. Мрамор. Прикольно. Чугунь уже поизносился. Класс. Какой вид. Такие вот пролеты. Сама история. Вот это, кстати, дверь. Там коридор. И по бокам двери жилых комнат. Коммуналки до сих пор существуют. Не только в Питере.
и комнаты. У кого-то шкафы тут есть. Индивидуалисты. Пойдем отсюда. Атмосфера такая же, что здесь можно снимать фильм «Рейд». Про честного полицейского и банду, которая устроит настоящую резню. Но тем не менее, вопреки стереотипам, здесь уже давно не гетто, весь этот бандитизм, все уже ушло в прошлое. Живут обычные люди, которые очень надеются на расселение. Ну, сами себе представьте, 21 век, коммуналка. Еще ладно, коммуналка, а вот в таком вот состоянии, как из американских фильмов 80-х, про страшное будущее. Ну, вот, собственно, да, тут оно и наступило. Труба. Еще одна. Ребята, это просто отвал башки. Посмотрите. Ебать. Всё выше и выше. А здесь, видите, еще доски сохранились, которыми закрывали лестничный пролет. Ну, естественно, все закрыто. Или она открыта, чуваки. Блин, она открыта. Сейчас пойдем туда. Чуваки, сейчас мы туда пойдем. Ну, полезли. Дверь бесшумная. Перекрытие. Так. Какая-то проводка, тут много проводки. Так, ну что, попробуем. Так. Ребят, ну вот такой вот вид. На крышу смысла идти нет, смотрите, она такая покатая. Это как минимум небезопасно. Там тросы тянутся. Башенки какие красивые. Там станция видна. И вон она. Казарма Париж. Господи. Офигенно. Ладно, полезли назад. Зайдя с другой стороны, нашли бомбический ход. Ай, башка. Посмотрите, какой вид. Прям по закату. Вообще супер. Класс. Вот такие вот виды нам открываются. Высота — это не страшно.
жопа. Вообще жопа. Я высоты боюсь, здесь такие уклоны, откосы. Жесть. Но оно того стоит. Просто улет. Жемчужиной Морозовского городка является 70-я казарма с неожиданным названием «Париж». А название она свое получила после выставки в столице Франции, где комплекс Тверской мануфактуры был признан лучшим рабочим городком. Кстати, это первый пятиэтажный дом в Твери. В советское время в доме сделали перепланировку и из казарм превратили в комфортный многоквартирник. А еще высота потолка в этом доме 3,80. Двор пролетарки, казармы Париж. Где-то ямщик едет там за углом, пьяных цыган развозя по домам. Да с песней: что же ты, милая девочка, спишь? Сны интересные будут потом. Едем с цыганами, с ними еще интересней. Пусть этот вечер будет как вечность, шум миллионный. Ребят, мы очутились в самом козырном подъезде вообще всего Морозовского квартала. Мы в Париже. Причем в настоящем Париже. Ну, может, не столица Франции, но от этого не менее Париж. Квартиры. Да, здесь в советское время прошла такая реновация, что переделали. И теперь, да, это не какой-то барак, а многоквартирный дом. Между прочим, в скором времени элитная недвижимость. Офигеть. Посмотрите. Чугуневые пролеты, лестницы, квартир. Все покрашено, все цивильно. Окна. Пойдемте посмотрим. Вообще. А так, да, типичный многоквартирный дом, только зацените высоту потолка, ребят. Кайф. Подъезд красивый, светлый. Супер. Сундук. Ух ты! Вот это да! Красота какая! Вы посмотрите на эту прелесть. Вот это стиль. Ну вот мы и погуляли с вами по легендарному району города Твери, который доживает, надеюсь, последние года. Все-таки, какая бы красивой ни была архитектура, жить в таких условиях, ну, сомнительное удовольствие. Посмотрим на результаты реновации. Будем надеяться, что не испортят. Ну, на этом у меня все. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь.